It's me. Всем привет! Вы находитесь на канале Anywhere Club, и это выпуск It's Me. Это серия видеовыпусков, в которых мы говорим об IT-профессиях простыми словами. Сегодня мы будем говорить о UX, UI дизайнере, делиться лайфхаками, интересными историями. В гостях у нас сегодня Аня Лубневская. Аня, привет! Привет. Как настроение? Отлично, отлично. Сразу будем врываться. Не будем рассказывать. Да. Я забыл самое главное, что ты сейчас в роли или на позиции, как правильно это сказать, сеньор-дизайнера. Да, верно. Собственно, первый вопрос у меня к тебе и будет. Кто такой вообще дизайнер в IT-сфере? Да, вопрос правильный, вопрос хороший. Почему? Потому что есть дизайнер вообще в принципе, и направлений достаточно много дизайна, и есть узкое направление именно UX, UI дизайнер, да? То есть это именно как раз-таки тот дизайнер в IT, о котором мы сегодня говорим, и, возможно, кто-то мечтает стать именно дизайнером в сфере IT. Поэтому наша задача, наверное, сегодня, во-первых, поговорить о том, что я люблю, да? То есть то, чем я занимаюсь, чем я живу, можно сказать. И вообще, наверное, разберемся, кто такой UX, UI, что это за загадочная аббревиатура, почему нельзя было назвать как-то проще, да? Почему нужно было усложнять. Вот. На самом деле здесь все достаточно просто, и мы вот попробуем разобрать это, да, для тех, кто, может быть, совершенно не понимает или путает, постоянно прочитал, забыл. Вот. Попробуем разобрать очень просто. Значит, смотри, UX — это User Experience, да? То есть мы идем, естественно, с английского, потому что сфера IT, она завязана на английском языке в том числе. User Experience означает пользовательский опыт, да? То есть достаточно просто. Пользовательский опыт. Опять-таки, дизайн, пользовательский опыт, IT-сфера. Здесь тоже достаточно просто. То есть мы можем рассмотреть это на примере любого приложения, либо веб-сайта. Мы открываем какую-то страницу, либо тоже приложение, и нам должно быть как минимум удобно пользоваться, да? То есть пользовательский опыт, удобство пользования тем продуктом, над которым мы работаем. Это значит, что тебе, даже несмотря на то, какой тут цвет, какой там размер кнопочки, мы это пока не берем, мы смотрим на то, насколько тебе легко найти информацию, которую ты здесь ищешь в этом продукте. Насколько, да, это интуитивно, насколько быстро, насколько там много тебе нужно листать, либо бывает так, что ты зашел на одну страницу, на следующую, на третью, а как вернуться назад, вот чего-то не хватает, да, и, соответственно, поскольку мы говорим о дизайне IT, она направлена все-таки на решение бизнес-задач, то здесь в данном случае, если пользователь недоволен своим опытом взаимодействия с данным продуктом, он уходит, да? То есть, соответственно, нам нужно, будучи дизайнерами, продумать, каким образом оставить клиентов, сделать их лояльными для данного конкретного заказчика. Если еще проще, так вот, чтобы на картинке, чтобы мы наверняка запомнили, давай представим с тобой автомобиль. Да? Если мы открываем капот, мы видим там нечто внутри, возможно, не каждый может понять, как каждый элемент взаимодействует с друг другом, да, но там настолько все продумано, что, не знаю, колеса там крутятся, да, машина едет, двигатель работает, но все взаимосвязано друг с другом, да, то есть UX, вот этот пользовательский опыт в плане дизайна, это то, что у нас под капотом, то есть мы должны настроить некую простую систему взаимодействия страниц, каких-то элементов, логику пользования данным продуктом для того, чтобы, собственно, наш продукт работал. То есть это не про картинку, а про это не про картинку, да. И, в принципе, может быть, ребята, которые еще не в сфере и думают, насколько вот дизайн им близок, либо не близок, могут возникать в данном случае сомнения, но у меня же, допустим, там нет художественного образования, или у меня нет креативности какой-то, я не смогу быть. Это ложь, потому что в первую очередь мы работаем не над цветом, не над графикой, не над подбором каких-то шрифтов. Они потом накладываются на ту логику, которую мы разбираем. Может быть, я еще расскажу, как у нас по процессам идет сам дизайн, и мы поймем, что графика, она идет вот практически в конце перед тестированием. Да? А первых 4 там, элемента, они совершенно не касаются графической, визуальной части. Это вот то, что внутри. Но это имеет большое значение. UI
с английского переводится как user interface, да, то есть пользовательский интерфейс. И вот здесь в UI мы уже говорим именно про составляющую визуальную. То есть в нашей машине мы закрываем капот и просто отходим и смотрим, что у нас за автомобиль. Он красного цвета, это такая-то марка, нам нравится или не нравится там приборная панель, допустим, да, то есть в данном случае здесь уже, может быть, на интуитивном уровне наша задача сделать так, чтобы пользователь на интуитивном уровне сказал: мне нравится. Вот как-то, я не знаю почему, просто, чисто, но мне нравится, мне удобно пользоваться и как-то красиво. То есть вот UX это про удобство, UI это про красиво. Вот если совершенно так просто. Эти два понятия, естественно, тесно связаны. Разумеется, разумеется. Мы начинаем с UX, да. понимаем, что нам нужно, это какая-то логическая оболочка, там, условно. Да, да. Потом переходим в UI и все это разукрашиваем. Разукрашиваем, вот, можно так простым сказать. словом. Еще бы хотел чуть-чуть вернуться и проговорить, собственно, само понятие, вот дизайн. Кто такой дизайнер? Да. И что такое дизайн в целом? Смотри, да, вот вообще, наверное, моя такая позиция, с которой я иду, пускай это будет как-то мое мото, да, то есть девиз. Дизайнер — это не тот, кто следует трендам. Да? Дизайнер — это тот, кто эти тренды создает. То есть если мы, как специалисты, просто используем какие-то последние разработки, мы уже в чем-то отстаем. То есть мы должны смотреть несколько вперед, мы должны смотреть на то, как развивается рынок рядом, мы должны смотреть на те инструменты, которые появляются рядом, и подбирать, да, взаимодействие с этими инструментами. Если так отойти немного в сторону, у нас 3 детей, младшему еще нет года, но я уже вернулась, собственно, да, на полную ставку я работаю. Почему? Я не призываю всех, да, следовать моему опыту, но, наверное, потому что я хочу оставаться как специалист на уровне рынка. Потому что если ты через 3 года, да, возвращаешься, ты потеряешь инструменты, какое-то ощущение, чувство самого рынка, специальности того, что сейчас происходит непосредственно, если мы говорим о дизайне, то в дизайне. Соответственно, дизайнер — это тот, кто смотрит все-таки немного шире, дальше, да, чувствует тенденции, но здесь тоже есть интересный момент. Да? Многие, возможно, считают, что дизайнер — это очень творческая профессия. Здесь могу, наверное, в чем-то огорчить, потому что творческая профессия — это художник. Да? То есть у меня есть вдохновение, я сегодня работаю, завтра вдохновения у меня нет, я ничего не делаю. Дизайнер все-таки это абсолютно конкретное направление, прикладная наука, да, где мы, собственно, решаем проблемы, задачи, поставленные бизнесом. Мы здесь, если берем непосредственно сферу IT, работаем тесно и с бизнес-аналитиками, и, собственно, самими разработчиками, потому что наш дизайн должен переходить дальше в разработку, и он тоже должен иметь определенную структуру для того, чтобы соответствовать гайдам, чтобы разработчики тоже адекватно могли брать нашу работу в разработку. То есть дизайнер в данном случае это один из ключевых, наверное, да, элементов процесса, но элемент процесса. Да, то есть от какой-то, возможно, идеи, если у заказчика ее нет, либо полная какая-то трансформация, которой мы занимаемся, и к новому готовому результату, к новому продукту. Творческий элемент здесь, соответственно, конечно, есть, потому что, предположим, заказчик ведь не имеет какого-то образования, он не знает, как это может быть реализовано, но он говорит: я хочу, чтобы это было, да, красиво, легко, чисто, а ты вот придумай, как это, да, будет реализовано для того, чтобы это действительно было красиво. Соответственно, здесь вот эта доля креативности, она присутствует. Более того, исходя вот из опыта, возможно, например, ребята, которые приходят со старта, там, junior позиция, да, где-то middle, они еще работают, так называемым, под супервайзером, да, то есть с ними рядом есть, ну, своего рода наставник, ментор, который помогает там, не совершить ошибку и просто по шагам разбирает какой-то процесс. Когда ты уже растешь дальше, у тебя появляется опыт, и у тебя появляется взаимодействие непосредственно со стейкхолдерами, да, то есть может быть такое новое слово. Стейкхолдер — это тот, кто заинтересован в реализации продукта. Можно называть его заказчиком. Соответственно, там для того, чтобы предложить свою идею или, может быть, обосновать свою идею, ты предлагаешь нечто новое,
и должен заказчику доказать, почему ему это необходимо для реализации его продукта. То есть здесь креативное направление точно есть. Ну, скажем, такой очень классный симбиоз между психологией, да, креативным мышлением, технической наукой, потому что ты должен в любом случае владеть инструментами для того, чтобы это реализовать. Ну, на самом деле здесь поле для творчества тоже есть. Давай попробуем все-таки из этих трех понятий, которые мы сейчас обсуждали, вот просто дизайнер, UX, UI, какую-то схему, иерархию нарисовать. Дизайнер — это что-то общее. Общее, потому что ведь у нас может быть дизайнер интерьеров, ландшафтного дизайна, графический дизайнер, который занимается плоской, да, 2D-графикой, это постеры всевозможные и так далее. То есть направлений очень много, это даже такие вот прям очень ключевые, большие. Но UX, UI дизайнер — это непосредственно, по сути, продуктовый дизайнер. То есть тот, кто работает над дигитальными, да, инструментами, приложения, веб-сайты. Более того, сегодня интерфейсы у нас выходят за рамки, там, допустим, наших телефонов. Если ты обратишь внимание, интерфейсы у нас появляются на холодильниках, интерфейсы у нас появляется там тот же Smart TV, да, и нам необходимо прорабатывать компоненты, чтобы опять-таки пользователю было удобно пользоваться. То есть интерфейс, собственно, это вот то, что ближе к UX-UI дизайнеру. Дизайнер в целом, в принципе, если сказать, что я дизайнер, можно не совсем до конца понять непосредственно, чем Может я быть, занимаюсь. модный дизайнер одежды. Да. Угу. Ну, простыми словами, вот я беру свое устройство, и все, что я вижу визуально, наверняка к этому приложил руку кто-то из этих дизайнеров, Да, который без сначала этого экспертизу юзера, что ему нужно, как это, чтобы было удобно, и потом уже рисовал в правильных цветах, в правильных местах, в правильных пропорциях. Вот это все в целом. Круто. Мы, в принципе, подобрались как раз уже к конкретным вещам, чем занимается, собственно, дизайнер на такой позиции. Вот, в частности, ты. Может быть, стоит описать твой рабочий день. Да, как это обычно происходит, с получения какой-то задачи или с какой-то встречи утренней. Вот давай попробуем это проговорить. То есть здесь, наверное, мы лучше начнем даже не с рабочего дня, а с самого ключевого понятия, как идет процесс разработки в UX-дизайне, для того, чтобы потом понять, на каком этапе мы этот рабочий день начинаем, да, где мы, чем мы занимаемся. То есть смотри, когда у нас приходит, если мы начинаем проект со старта, когда у нас приходит заказчик, мы с ним выясняем, в принципе, задачи. Да, то есть здесь есть у нас, возможно, проводятся воркшопы. Воркшоп в традиционном понимании — это вообще мастер-класс. Если мы берем непосредственно UX-UI дизайн, то воркшоп — это некая сессия, где мы все работают. То есть есть доска, условно, если это онлайн, соответственно, много инструментов этих досок сегодня. Мы определяем, готовим какую-то заготовку, над какими вопросами будем работать. Собственно, там есть стикеры, и мы на этих стикерах смотрим какие-то идеи, выявляем задачи, возможно, что необходимо нам сделать, проведены или нет до этого какие-то исследования, если у заказчика уже некий набор инструментов, будет ли с нами работать на проекте бизнес-аналитик. То есть это какая-то сессия. Но вы идете по какому-то скрипту, условному, да. уже с опытом наработанным. Предположим, да, мы определяем какие-то задачи. После этого наша задача, то есть вообще в дизайне идет такой как бы этап, это empathy, то есть эмпатия. То есть наша задача как дизайнера не просто предложить там грубо, да, навязать какое-то свое предложение, наша задача понять ту сторону, да, вторую сторону, кто пользователь. Пользователь чего? Что мы должны ему предложить? Да? То есть прочувствовать ту сторону. Для этого тоже есть определенные инструменты, составление персон, составление карт эмпатии. Это все, кстати, то, что входит в набор инструментов UX-дизайнера. Именно UX, я сейчас про UI, да, с UI будет позже. То есть идет этап эмпатии, следующий этап у нас будет этап define, то есть определение.
Здесь мы уже определяем, мы приходим к каким-то понятиям, мы провели, возможно, ресерчи, то есть исследования определенные, выявили нашего пользователя, кто он, на кого мы, собственно, готовим данный продукт, кто целевая аудитория. Вот здесь мы уже более конкретно это определяем. Извини, прерву тебя. Да. Уже провели ресерч, это прозвучало. То есть вы каким образом это происходит? Способы могут быть разные. Не лично же дизайнер это провел, или кто это делает? Все зависит от проекта, все зависит от заказчика, все зависит от целевой аудитории, все зависит от того, есть ли с нами бизнес-аналитик. То есть, если бизнес-аналитик есть, возможно, это будет по его части. Если нет, возможно, мы проводим так называемый desk research, то есть парта, да, мы садимся, открываем там ноутбук, смотрим, проводим, допустим, сравниваем конкурентов из этой области, что уже на сегодняшний день имеется, какие есть сильные стороны, что мы можем взять себе, чего не хватает, ищем так называемый gap-анализис, да, то есть ищем пробелы. С английского gap это пробелы, то есть чего не хватает в данном продукте. Смотрим документацию, которую предоставляет заказчик, смотрим, собственно, там, возможно, какие-то чарты, все, что у них уже есть на этот момент. Ведь заказчик тоже не просто пришел с чистого листа, у него уже были наработки, у него, возможно, было представление, рынок какой-то, с кем-то он работал, возможно, у него какая-то трансформация должна произойти. То есть это какая-то пилотная версия приложения, с которым, на примере приложения. Давай на примере приложения. Да, то есть я прихожу как заказчик уже с какой-то пилотной версией, у меня там есть какие-то кнопочки, оно что-то уже делает. Возможно, но мне возможно, нужно, нет. может вообще нет. просто возможно, в воздухе просто идея, да? Возможно, просто идея, и со старта в любом случае нужно определить, даже если у тебя нет приложения, ты хочешь приложение, например... Ну вот такси я свое открываю, например. Давай, да. То есть вот у меня появилась идея, я хочу заниматься там грузоперевозками, чтобы пользователь мог самостоятельно регистрироваться, оплачивать там что-то, и так далее. Чтобы там карта была. Вот то, что Соответственно, тебе нужно провести анализ рынка, тебе нужно посмотреть, есть ли конкуренты уже, допустим, имеющие данное приложение, то есть ты смотришь приложения, которые могут быть из соседнего направления, то есть что-то связано с автомобильным бизнесом, допустим, не такого типа, как у тебя. Смотришь на тех конкурентов, у которых нет приложения, но они работают по старинке, и отсюда можно брать какие-то плюсы, да, и либо что бы мы хотели сделать, усовершенствовать. Смотришь на те боли, которые, возможно, есть, то есть почему требуется приложение. Любой продукт должен решать, закрывать какую-то боль, да, то есть если это будет бесполезное нечто плюс еще сверху, возможно, боль оно не закрывает. Не знаю, как, допустим, многие относятся к тому, что наши мобильные операторы стали предлагать всем перейти на приложение, вместо того, чтобы просто по USSD запросу посмотреть баланс. Возможно, кому-то удобно. Возможно, кому-то просто нужен баланс, и занимать место на телефоне приложением нет смысла. То есть какие-то вопросы можно пойти в банк к оператору, да, решить их у оператора. Возможно, какие-то вопросы можно решить с помощью веб-сайта своего личного кабинета, просто чтобы посмотреть баланс, было удобно воспользоваться обычной простой функцией, которая не занимает много времени. Поэтому здесь вопрос, допустим, к мобильным операторам. Они решают конкретно проблему пользователя или у них какие-то в данном случае другие цели, да? То есть продукт все-таки должен решать проблему. И мы эту проблему выясняем, выявляем вот именно на моменте ресерча. Это вот хороший кейс про мобильных операторов. Я сейчас сразу же задумался. То есть у меня до этого не было никаких болей и проблем. Я всегда знал баланс, я всегда знал, как что сделать, но появилось приложение, теперь нужно заходить в него. В нем нужно зарегистрироваться и так далее. Да, появилась боль. Не знаю, насколько это удобно. Вот, поэтому мы должны, как UX-дизайнеры, задумываться не о себе, да, а именно о конечном потребителе. Даже есть такое понятие вот в UX-дизайне human-centered design, да, то есть дизайн, в котором человек находится в центре, пользователь наш. То есть наша задача думать именно о пользователе. Вот. Это, собственно, вот мы определились, мы проявили эмпатию, мы определились с какими-то задачами, и уже дальше мы постепенно, да, переходим к идеям, да, то есть идет третий блок, так называемый ideation. То есть, в принципе,
если погуглить, можно даже найти много-много схем, где мы увидим вот эти вот этапы, они везде одинаковые, а, собственно, уже в зависимости от задачи бизнеса могут варьироваться, там, допустим, на этот больше внимания, на этот меньше, да. Ну, вот этапы вот эти, они в основном везде повторяются. То есть ideation — это уже непосредственно набрасывание идей. Так что мы будем делать, что мы хотим видеть, какие фичи, да, то есть, собственно, функции, да, нам необходимы. Нужна нам это или не нужна? Вот на вот этом этапе ideation, идея, да, то есть идея, соответственно, идет вот брейнштормы различные, да, там много тоже методик, как можно работать с идеями, сколько человек будет собираться на данные воркшопы. Эти сессии могут проходить от нескольких часов до нескольких дней, то есть неделя, допустим, может быть уделена вот этому этапу. Почему это важно? Опять, если у нас не будет конкретных, да, там, пунктов, что мы хотим видеть, мы не сможем определиться с количеством страниц, мы не можем определиться, как они будут взаимодействовать с друг другом и так далее. То есть мы определяем на данном этапе те элементы, которые у нас пойдут на первую разработку, то есть существует так называемый минимальный рабочий продукт, да, какой-то прототип, в котором, возможно, будут не все функции, но он будет рабочим, да, от начала до конца. Предположим, мы работаем над, не знаю, приложением доставки пиццы. Допустим, да? То есть нам нужно сделать, проработать какие-то страницы и потом подготовить прототип, так, чтобы мы могли зайти в приложение, выбрать элемент, да, заказать его, каким образом, да, человек получит какое-то подтверждение того, что с заказом все хорошо, и, собственно, на момент самой доставки пиццы, и в данном случае важно позаботиться и о заказчике в том числе, как сделать, собственно, данного пользователя лояльным, чтобы он вернулся. То есть, возможно, предложить ему в конце поставить рейтинг, доволен ли он был заказом, да, и его там какой-то, не знаю, заказ перевести в какие-то баллы, поинты для следующих заказов. Да? То есть подумать о том, как еще, собственно, конвертировать это в прибыль самому заказчику. За этот заказ вы получаете 5 баллов, можете их потратить при следующей покупке. Да, или там ваш 5-й или там 10-й заказ будет вам бесплатно, допустим, да, то есть тут уже, в принципе, это идеи, все, и мы смотрим, да, то есть какие функции пойдут, что нам необходимо разработать в первую очередь для того, чтобы мы по всем шагам прошли и получил человек, допустим, нашу пиццу, и какие еще дополнительные функции нам бы хотелось включить в данный продукт, может быть, на там последующих задачах или для следующих обновлений там этого приложения и так далее, да, то есть создается минимальный продукт, но он должен быть рабочий от начала до конца, то есть мы не можем создать просто 2 колеса, они не поедут, там нужна какая-то простая машинка. Минимальный по наполнению, минимальный по визуалам, там ничего, вот просто сухая работа, чтобы да. вот он... То есть вот у нас была ideation, мы определились с теми функциями, которые мы хотим видеть, с функциями, которые пойдут в первую разработку, и со всеми остальными, которые уходят в так называемый backlog. Да? То есть backlog — это то, что на потом, задачи какие-то на потом, в реализации в том числе. После этого мы переходим к этапу прототипирования. То есть прототипы у нас тоже бывают разные, от без графики, так называемый wireframe, серенькие, какие-то элементы, большое, маленькое, то есть что-то, это у нас этот фрейм, страничка, отсюда мы делаем линк на такую страничку, да, то есть если у нас есть время вот прям детально прорабатывать wireframe, здорово, если нет, значит, возможно, мы переходим к набрасыванию каких-то драфтов, эскизов, для того, чтобы просто залинковать их, то есть поставить такие переходы, да, если нажмешь на эту кнопочку, перейдешь на такую страничку. Создается несколько таких страниц, и мы, как UX UI дизайнеры, в том числе для того, чтобы показать заказчику, как этот продукт будет работать, чтобы это была не просто графическая 2D-картинка, а вроде как будто живой продукт, мы тоже можем создавать прототипы, кликабельные прототипы, то есть мы настраиваем кнопочки, переходы, показываем, как оно будет подсвечиваться, увеличиваться при наведении мышки, а если кликнем, мы попадем на такую страницу, как вернуться назад. И уже на этом моменте мы можем тестировать наши прототипы, насколько видна здесь логика, да, насколько мы соблюли, вот, собственно, те задачи, которые были поставлены, насколько удобно, либо неудобно. Вот на моменте тестирования, это вот 5-й элемент в разработке, мы тестируем наши прототипы, мы можем создавать фокус-группы, либо просить заказчика собрать фокус-группы. Они могут быть оплачиваемые, неоплачиваемые. Тут в зависимости уже это от то, что проекта. показывают иногда в кино,
где много столов, приходят люди, садятся и что-то там Да. нажимают. У меня был опыт работы над проектом. Это была китайская компания, они разрабатывали touchless терминалы, то есть бесконтактные терминалы, основанные на жестах. И, соответственно, мы пришли вот к такому варианту, и собиралась фокус-группа, которые тестировали вот эти первые прототипы реальные, насколько удобно, насколько понятно, потому что здесь сложный UX идет в том плане, что если пользуемся мы телефоном, мы знаем уже интуитивно, как работает тот или иной инструмент. А почему? Потому что UX-дизайнеры следовали определенным гайдам. Вот когда мы проходим по вот этим всем этапам, мы получаем некий готовый прототип, который утверждается заказчиками, потом свою работу мы уже, собственно, передаем в разработку. И на данном этапе работа дизайнера не заканчивается. Почему? Потому что мы, по сути, уже здесь плотно работаем с разработчиками. Они также идут, работают по такой так называемой agile процессам, да, то есть гибкая методология, шаг за шагом, да, итерации так называемые. То есть шаг за шагом, есть какая-то задача уже имплементированная разработчиком, мы садимся вместе, смотрим, что получилось, согласно дизайну отлично, или смотрим, что где-то есть какие-то отклонения, давай посмотрим там вот это перепроверим. Ну, то есть мы дальше работаем с разработчиком уже больше как супервайзеры для того, чтобы не было отхождений от дизайна, мы действительно получили тот продукт, над которым мы работаем. Ну, то есть может быть, что с этим дизайном в разработке что-то не очень удобно, неправильно, да? Мы можем вернуться, они могут предложить какое-то решение. Смотрим, да, то есть поменять. насколько, может быть, какой-то элемент будет долго загружаться. Наша задача, чтобы он грузился быстро. Мы садимся, ищем вместе решение. И теперь, когда вот мы знаем вот эти все этапы, можем поговорить, собственно, о самом рабочем дне дизайнера, да, как он там начинает, происходит. То есть как у меня происходит. Я отвожу детей в школу, завариваю чашечку кофе, вместе с чашечкой кофе иду на первый утренний созвон. В каждой компании это может называться по-разному. Где-то это там daily stand-up, да, то есть ежедневный подъем, где-то это там daily progress meeting. Это не имеет значения, сама важна суть. Это не длинный по продолжительности звонок, он примерно на 30 минут, где собирается вся команда, либо часть команды, которая работает над конкретными задачами. В данном случае есть у нас product owner чаще всего, либо кто-то ведущий по данному направлению, возможно, там, если это только группа дизайнеров, то это лид-дизайнер. Все зависит опять-таки от проекта. Значит, собственно, данный product owner, он как бы ведет данный созвон. Все остальные ребята, кто находится в команде, по сути, один за одним, делятся тем, что было, допустим, сделано вчера, над чем они работали, что успели завершить, над чем они работают сегодня. Сколько нужно времени, допустим, на данный там процесс, на реализацию. Есть ли какие-то проблемы, которые нужно решить, возможно, подключить других специалистов, возможно, продакт-оунеру нужно найти какие-то ресурсы, какую-то информацию, да, либо где-то что-то не работает, как решить данный вопрос. То есть каждый рассказывает, собственно, над чем он работал, над чем он продолжает работать, что уже завершено, какие сроки у нас есть. Если это, допустим, конец недели, пятничный созвон, то, возможно, какое-то небольшое такое резюме о том, что было сделано за неделю и какие-то примерные планы на следующую неделю, да, для того, чтобы, в принципе, мы видели, что мы двигаемся по определенной, вот, так называемой карте. Sharing result. Да. Ну и, соответственно, на данном созвоне все не заканчивается. Дальше, собственно, идет сама работа, над чем ты работал. Ты работаешь один, либо еще с одним дизайнером, либо ты работаешь вместе с бизнес-аналитиком. В зависимости от того, на каком этапе вот из этих, да, мы находились, если это была какая-то research или ideation, возможно, у нас здесь будут еще дополнительные встречи по сессиям, по воркшопам для того, чтобы набросать эти идеи. Возможно, мы должны на каком-то этапе сесть вместе там с продакт-оунером, с разработчиками, посмотреть, что у нас уже заимплементировано, да, то есть разработано, и посмотреть, нет ли там, чекнуть, да, каких-то, ну, таких совсем странных вещей, которые вылезли во время разработки, нет ли каких-то багов визуальных, там, допустим, да, в данном случае.
То есть в зависимости от того, где мы идем, дальше уже день строится от тех задач, которые есть. И возвращаясь к твоему вопросу, где мы говорили о том, как-то там заказчик ставит задачи, или вот они откуда берутся. То есть здесь, наверное, нет такого прям как технического задания, потому что, по сути, техническое задание как бы предлагаешь ты со своей стороны, да? То есть перед тобой стоит задача реализации, там, допустим, таких-то функций, ты предлагаешь, возможно, со своей стороны, да, какой-то приблизительный roadmap, да, то есть какую-то карту, что необходимо будет сделать, эстимируешь, то есть просчитываешь время на реализацию там тех или иных элементов, ну и, собственно, по вот этому плану ты двигаешься. То есть выстраиваешь да. какой-то себе таймлайн, естественно, все это в целом опробует заказчик, говорит, да, мне все понятно, это то, что нужно. Да, то есть и опять с заказчиками мы должны общаться как с детьми, да, им тоже доносить простыми словами, над чем мы работаем, собственно, почему мы это делаем, к чему мы придем, если мы реализуем. Ну вот это, кстати, очень важный вопрос, я бы этому даже немножко сейчас уделил время, об специфике общения исполнителя с заказчиком. Может быть, у тебя есть ряд каких-то советов, исходя из твоего опыта, как лучше себя настроить на правильное Ой, тут общение? настраивать что? В принципе, ты должен понимать, что заказчик, он всегда прав, да? Но при этом к нам обратились не просто так, да? Данному заказчику требуется специалист, который действительно грамотно может решить его задачу. Поэтому со своей стороны мы тоже можем предлагать какие-то решения, и это всегда, в моем случае, это всегда был положительный опыт общения, это всегда очень конструктивные созвоны, конструктивные сессии, где мы действительно решаем вопросы, приходим, это даже не компромиссом, то есть здесь, по крайней мере, из моего опыта у меня никогда не было каких-то ссор, каких-то конфронтаций, да, какого-то непонимания, всегда все договариваются. Вот у меня есть такое наблюдение, можешь оспорить или подтвердить, да? То есть нужно четко себе понять, что я именно тот эксперт, к которому пришли, и заказчик, он просто не понимает ничего, там, к примеру, в этом, и именно поэтому ему нужно все объяснять. Объяснить, возможно. Возможно, заказчик будет вот такой, как у меня на последнем проекте. Мы со своей командой между собой иногда удивляемся, надо зайти на LinkedIn и посмотреть, может, у него там бэкграунд, значит, технический, дизайнерско-технический BI, потому что наоборот, многие вопросы много. Он даже драйвит такой, нет, подожди, ты вот здесь не туда идешь, тебе, к разработчикам, возможно, больше. Здесь связано не с IP, здесь связано совсем другим вопросом. И все всегда удивляются, откуда такие глубокие познания. Поэтому Product Owner, в принципе, вполне вероятно, может вырасти из какой-то технической специальности, и он, даже будучи, допустим, разработчиком, возможно, в свое время работал в том числе и с дизайнерами, есть понимание элементов, есть понимание процессов, как это должно быть. Поэтому диалог вполне конструктивный, вероятен. Если вдруг заказчик не понимает, мы, естественно, просто проговариваем, показываем, почему, показываем всегда сроки, показываем, что заказчик получит по итогу, как это ему поможет решить его бизнес-задачи. То есть мы работаем на его бизнес-задачи, мы ему помогаем достигнуть его результата. Здесь да, то есть тут даже я бы еще раз проговорил, есть такой момент, что заказчик может не понимать, что даже спросить и как. Есть в менталитете определенных людей, когда они просто, да, все понятно. Но потом это принятое решение заказчиком влияет на твою, собственно, работу. Поэтому лучше проговорить несколько раз одно и то же, чтобы было понятно, и уточнить, понятно ли это. Проговорить, расписать, отправить в виде файла. Если используются, допустим, там те же доски, тоже там Jira или Confluence, да, это вот если так вот копнуть уже, какие инструменты именно коммуникации, где эти задачи могут прилетать к нам. Доски, да? whiteboard наподобие Мира. Да, к примеру, да, Мира, Mural, то есть у многих компаний могут быть свои купленные лицензии на тот или иной софт, тот же Confluence, если это там Jira, Wiki, то есть там ведется документация, и в принципе заказчик может выставлять какие-то свои задачи, все это корректируется, обсуждается. Вот. Но, скажем так, даже при очень сжатых дедлайнах, сроках,
всегда находятся решения, как можно прийти к результату, какой результат мы хотим, и, собственно, мы к нему идем, и мы его получаем. Ну, в общем, заказчик всегда прав, вот, но мы молодцы. Мы экспертны, именно в этом. Да. Класс. Мне становится все более понятно, и это здорово. Может быть, ты сможешь подсветить какие-то самые яркие проекты за все время твоего опыта. Кстати, какой у тебя опыт? Сколько лет ты этим занимаешься? Да, занимаюсь вообще в дизайне я уже более 15 лет точно. Я пришла из графического дизайнера. Вообще с 2010 года являюсь членом Союза дизайнеров Беларуси. Проектов у меня уже, скажем так, в моем портфолио много. Это разные кейсы, это разные домены. Опять, я думаю, что ребята сегодня у нас немного подтянут свою терминологию. Да? То есть домен — это не доменное имя, это некое направление. То есть это может быть финансовое, это может быть развлечение, это может быть автомобильная сфера и так далее. Из самых таких, может быть, ярких или интересных, или сложных в плане моего собственного роста были проекты на китайские компании. Это автомобильная сфера для Xiaopen, работа над интерфейсом электроавтомобиля, у которого есть аудиопомощник, полностью с автопилотной системой, и мы проводили UX-ресерчи, исследования о том, каким образом можно внедрить английскую версию замена китайской. Здесь была проблема в том, что в китайском все-таки это символы, любой текст, да, благодаря иероглифам становится короче. И нам нужно было, поскольку это такой очень сильный конкурент Теслы, для выхода на европейские рынки необходимо менять языковую, собственно, саму панель. Там были нюансы, но это, конечно, сложный и очень классный кейс. Получилось. Да, разумеется. То есть, в принципе, если бы не получилось, я бы, наверное, сказала, это не мое, это мое. Мне нравится то, что я делаю, и я здесь расту, и это очень здорово. Опять-таки, я упоминала, бесконтактная во время ковида возникла необходимость пользоваться это терминалами. Банкоматы. Тут даже у нас был не банкомат, у нас был самый пока простой первый, это электронная очередь, то есть там, в принципе, только несколько клавиш мы нажимаем и получаем там, этот талончик со своей очередью. Но проблема здесь в том, что если, опять-таки, мы говорим про стандартные интерфейсы, здесь оно как-то более-менее понятно. Когда у нас идет работа с жестами, то есть один человек звук там повысить, понизить, допустим, может использовать один жест. Там кликнуть куда-то, не нажимая на кнопку, это тоже, да, своего рода нужно привыкнуть к каким-то определенным жестам. То есть здесь была работа, опять-таки, тоже по исследованиям. Нам часть исследований предоставлялась, часть исследований мы проводили сами. В итоге мы получили действующий рабочий прототип, собственно, который справлялся со своими задачами. Дальнейшее там была разработка гайдов, собственно, для самих пользователей, как использовать жесты и так далее. Также у меня был великолепный проект на британские телекоммуникации. Это один из самых крупных, наверное, операторов связи в Великобритании и в Европе. Они первые поставляли 5G технологии, и у них полностью там идут продажа всевозможных бандов, пакетов, спорт-ТВ и прочие разные. Мы работали над миграциях двух, не знаю, как это даже надо перевести, да. Значит, есть два сообщества, и нам необходимо было мигрировать их в третий новый элемент, да. Это какое-то приложение, которое мы устанавливаем. Это сайт и приложение. Мы не с телевидением работали, у нас было именно общение, поддержка, типа как хелп-центра, ответы на вопросы. В общем, миграция разных сообществ в третий новый продукт, да, то есть какие мы продукты можем им предлагать там, как это будет связано, собственно, там, с основными сайтами и так далее. То есть очень классная команда. Тут же еще нужно учитывать опыт взаимодействия с ребятами из разных временных зон.
В данном случае мне посчастливилось работать в команде, где у нас была Индия и Соединенные Штаты. Здесь часовая разница была, да, не 2-3 часа, там практически полдня или целый день. Как настроить данную коммуникацию, как быть элементом данной коммуникации. Ну и чаще всего нужно было подстраиваться. Ты знаешь, вот день... нет, все очень, вот мне кажется, вот чем хороша сфера IT, да, оно достаточно лояльно, все адекватные заказчики, адекватные разработчики, то есть у меня была какая-то серединка вместе с Лондоном, соответственно, Индия, говорили, если это у тебя 11, полдвенадцатого ночи, конечно, ты не приходи, да, то есть твоей задачи может быть здесь меньше, здесь может быть просто, чтобы ты понимал, как проходят данные процессы, да, а уже, собственно, там, допустим, Штаты, здесь уже идет больше на разработку, соответственно, здесь вот с ним нужно быть, допустим, точно в контакте. Все очень лояльно, все всегда, мы все люди, не винтики, но agile, да. То есть наша задача, чтобы, собственно, работа была выполнена в определенный срок, этого достаточно. Вот. Сейчас у меня тоже очень интересный проект идет, это финансовый отдел правительства Абу-Даби. Здесь у нас полная идет диджитал-трансформация продукта, в первую очередь это продукта интранета, то есть интранет – это сервис для, собственно, самих сотрудников, то есть он закрытый, он не на внешнюю сторону, это не веб-сайт сторонний, здесь у нас есть и внутреннее приложение для сотрудников. Очень много работы, очень интересный кейс, очень такие сжатые дедлайны, и вот в этом во всем нужно успевать работать, решать эти вопросы. Очень здорово получается. По моей части, по дизайну у нас очень сложный заказчик, потому что это финансовая сфера, это такая больше, знаешь, как менеджерская, то есть не IT, а вот так вот очень четко, то есть я сама иногда там в пиджачке, в белом, да, для того, чтобы коммуникация визуальная, да, нам нужно установить контакт с заказчиком в том числе. Но при этом я вижу, что мои идеи хорошо идут, то есть я показала результат, теперь меня приглашают еще плюс на внутренние какие-то инициативы, просто проверить, подсказать, что-то чекнуть. И я вижу, что у меня есть свое определенное влияние на заказчика, я могу предлагать идеи, эти идеи рассматриваются. Да? Если сперва, возможно, заказчик считал, что только мое видение правильное, сейчас мы видим, что можно оказывать влияние для того, чтобы именно продукт был лучше, а не, там, скажем, мнение заказчика. Вот. Здорово. Я услышал об опыте в 15 лет. Давай перенесемся туда и поговорим про это время именно. Может быть, даже раньше, начиная с твоей первой мысли, когда ты осознала, либо ты подумала о том, что вот интересно было бы, наверное, стать дизайнером. Ну, как смотри, у меня, наверное, лично, сейчас мы, наверное, о личном, да, поговорим. Да. Лично у меня все случилось очень давно. Я, может быть, саму мысль уже не помню, в какой момент она появилась. Я училась в школе с художественным уклоном. Я ходила параллельно в художественную школу. Я закончила художественный колледж. И в итоге у меня специальность тоже была связана. Я заканчивала педагогический университет по направлению декоративно-прикладное искусство. И вот там уже, в принципе, элементы дизайна не появляются, но это то, что мы делаем руками. Наверное, вот где-то во время учебы в университете я поняла, что мир более современный. Да. То есть я очень много где ездила, путешествовала, у меня были стажировки, стажировка в Берлине, стажировка в Голландии. Я посещала музей в том числе. Свой дипломный проект я готовила по истории дизайна. Это была дипломная работа, дипломный проект. Материал заранее, после 4-го курса я ездила в Берлин, в музей Баухаус, я собирала там. Это была чисто моя инициатива, потому что мне это нравится. У меня есть там дизайнеры, возможно, не UX, UI, но да, те, за которыми я слежу уже на протяжении, да, там, десятка лет. Какие-то кумиры, условно, ну, да? Или на кого да, хочется есть у меня равняться? один кумир, Карим Рашид.
очень такой оригинальная личность в плане даже начиная с визуального своего какого-то образа. Он работает над разными направлениями дизайна, у него своя студия, это и отели, это и там какие-то ювелирные изделия, ну, промышленный больше дизайн. Вот он и в Москве, и в Санкт-Петербурге занимался разработками. Сам он египетского происхождения, живет в Соединенных Штатах. Но вот просто иногда зайти, посмотреть, как поменялся его сайт. То есть вот он был таким, сейчас у него там появляются другие инструменты. На чем он работает, просто сам вот его образ. Лично мне вот нравится Карим Рашид. Кто хочет, может, собственно, посмотреть за его биографией, чем он занимается, возможно, какое-то вдохновение получить, собственно, и от его работ. Но, опять-таки, дизайнеров достаточно много, и вот свой дипломный проект я решила посвятить именно дизайну. Параллельно, наверное, пока я училась еще в университете, я поняла, что мне нужны другие инструменты, да, то есть не руками заниматься, да, не плакаты какие-то рисовать, а непосредственно инструмент компьютерной графики. Вот если можно, отступление, чтобы проговорить. Руками это как? То есть много людей сейчас вообще не понимают, как можно сделать дизайн без, собственно, компьютера. Ну смотри, да, то есть когда ты рисуешь какую-то линию, ты ее можешь рукой нарисовать быстро. Если ты открываешь какой-то графический редактор, тебе еще нужно попотеть, чтобы эта линия была именно вот в таком направлении, как ты ее завернул. Нет, ну вот прям как было, чему учили на тот момент, это что? Это была... лист ватмана мы берем, ну, допустим, какой-то... да, какие-то планшеты, идет стилизация, допустим, какие задания у нас там были, нарисуй Но радость. планшет это не планшет, не как планшет, мы сейчас. В смысле, да, это планшет, это ватман, натянутый на ДСП, да, то есть на какую-то форму, естественно, да, это же 15 лет назад. Вот. Соответственно, задача была, не знаю, стилизация чего-либо, оформление какой-то упаковки, да, то есть вручную ты должен был продумать, предположим, там какую-то конструкцию, так, чтобы это работало, да, то есть это, по сути, работа с бумагой и как составить эти цвета, то есть ты берешь краски, там, кисточку, да, и трансформируешь это в какой-то продукт, но он вот такой визуальный, то есть то, что мы можем потрогать. Соответственно, чтобы застилизовать нечто в инструментах, да, digital, нам нужно владеть этими инструментами. Это, оказывается, не так просто. Ведь есть очень классные даже вот работы, художники, которые рисуют, да, диджитал работы, и даже я так не могу, но в том плане, что у меня направление продуктовое, да, а здесь больше художественное. То есть вот как художник может нарисовать графическими инструментами. Ну вот владеть инструментом, имеется в виду, карандаш нас держать научили, да. А как держать тот карандаш мышкой, там, например, да, либо еще каким-то MIDI там, устройством, которое нам тоже это позволит делать, это... Этому надо научиться, то есть этому надо научиться. Я пошла банально на то время, единственное, что можно было, это было популярно, это курсы компьютерной графики Corel, Photoshop, 3D Max. Я пошла на курсы переподготовки в БНТУ. Ну и, собственно, вот этот, наверное, момент позволил мне перейти уже в графический дизайн, искать перенести работу. туда опыт этот уже да, в то есть цифру. есть там, да, графика, есть понятие композиции, типографики, как масштабы элементов друг с другом соотносятся, да, то есть как, допустим, инструментами там, линии и цветом передать тревогу, радость, да, то есть у нас были такие задания: нарисуй грусть. То есть нарисуй мышку, я понимаю, да, нарисуй грусть, как это сделать, или там ту же тревогу. Почему это важно? Потому что, допустим, сейчас, работая над какими-то инструментами, если ты работаешь, допустим, над там, графическим интерфейсом какой-то игры, ну, допустим, ты в гейм-дизайне, да, UX или там UI-дизайнер, тебе нужно разработать интерфейс там какой-то игры. Какова будет специфика игры? Может, там тревогу надо передать? Как? Какими инструментами, да, когда это не просто картинка, где там какой-то трэш, да, это, ну, все, теперь я боюсь. То есть вот это, наверное, база, она у меня перешла. Ну вот просто понимание. Интересно, я хочу сделать отступление. Давай. Если можно, я задам вопрос, как нарисовать грусть, а мы покажем какую-то картинку. Как нарисовать как грусть? Одной линии прям. Я себе представил только антисмайлик. Ну да, можно и так, и тоже поймут. Ну, ты знаешь, вот, допустим, грусть, состояние грусти, да, ты в тишине находишься, ты уходишь куда-то в себя, внутри себя, ты переживаешь какие-то свои внутренние чувства. То есть у тебя нет экспрессии на внешне, ты уходишь в себя, да, ты просто грустишь, да, это, как бы, тебе нужно передать тишину
И, наверное, эта тишина будет не радостная, а в холодных оттенках, да, то есть холодные оттенки передадут у нас вот какой-то холод, холодное сердце, да, то есть цвета, чтобы формы. Да, вот. чтобы что-то нарисовать, мы вот прям вот их себе прописываем, что это может быть. Холод, да, не знаю, там идет дождь, какие-то серые, голубые оттенки, да, мягкие цвета. Все это как-то, может быть, какая-то линия, которая уходит вниз, да, потому что мы не на подъеме, а мы вроде как вот входим в какие-то, ну, даже не негативные чувства, ощущения, да, но оно как будто вот вниз уходит. Соответственно, вся наша композиция, она будет идти где-то вниз, какие-то несколько линий, они будут плавные, мягкие, и, возможно, какая-то как волна, потому что грусть, она нас захватывает, да, то есть мы не можем о чем-то думать, мы вот погружаемся, вот погружаемся, тонем, то есть это может вот быть наподобие какой-то вот воды, волны, чего-то серого. Да? В И общем, вот это будет грусть. эта теория, которую ты оцифровала, да, в свое По время, сути, да. она да. все-таки необходимо нужна. Да, То есть да, я просто быстрее, наверное, могу решать какие-то задачи, не задумываясь о том, а как мне, допустим, донести там вот это и вот это. Но, с другой стороны, когда мы, допустим, приходим на готовый продукт, если у компании есть свой брендбук, у них есть свои, допустим, корпоративные уже цвета, шрифты или что-то установленное из графического дизайна, мы, UX-дизайнеры, уже в данном случае UI, да, UI-дизайнеры, просим данный брендбук и просто продолжаем этот продукт собственно, в стиле заказчика, и, возможно, здесь нам не будет необходимости передавать там какую-то экспрессию. В случае, если, вот, говорю, это не какие-то специфические проекты, которые вот прям требуют, да, какого-то креативного, там, мега-креативного решения. На сегодняшний день есть два основных пути чем-либо заниматься. Если ты ошибся с выбором учебного там заведения, например, ну, то есть ты учишься заново чему-то, либо идешь еще одно какое-то высшее заведение учебное, либо берешь какие-то курсы. Но либо, опять же, ты только курсы, то есть сразу решил после школы, определился, уже какие-то работы там, например, брал и что-то такое рисовал графическое. Какой путь для тебя кажется наиболее верным? Заметно ли, есть ли у тебя друзья, коллеги, да, которые вот работают с тобой наравне, но при этом у них другой совершенно бэкграунд, они большую часть навыков приобрели самостоятельно на каких-то курсах и так далее, а кто-то, наоборот, только вот в универе и самостоятельно, без курсов там. Очень хороший вопрос. Почему? Потому что многие, наверное, считают, если у меня нет там художественного специального образования, я никогда не буду UX/UI-дизайнером. Это в корне неверное утверждение, равно как и человек, который имеет данное образование, абсолютно не имеет гарантии, что он придет именно в UX/UI дизайн. Почему? Потому что, повторюсь, это специфическое направление, и здесь даже такой момент, если ты приходишь из какой-то другой сферы, например, ты работал в банковской сфере, но вот всю жизнь ты понимал, что что-то не то есть не туда поступил, не тем занимаешься, да, вот не хватает, возможно, даже вот этого какого-то творческого элемента. Тебе достаточно будет пройти курсы. Я бы даже более сказала, да, то есть для того, чтобы попробовать посмотреть на специальность, мы можем посмотреть какие-то бесплатные материалы, да, посмотреть ресурсы, вдохновиться, кто что делает. Если оно отзывается, мы можем пройти бесплатные курсы, какие-то туториалы, да, там той же, допустим, инструмента Figma, в котором мы сейчас работаем. Есть уроки, можно вместе по этим урокам, да, попробовать что-то сделать самому. И если ты понимаешь, что вот идет, мне нравится, да, мне отзывается, можно просто пройти специализированную подготовку именно на курсах, потому что в университетах на сегодняшний день я не встречала вот именно направление, допустим, да, именно под IT, дизайна под IT, UX дизайнера, да, то есть можно просто именно пойти на курсы для того, чтобы, начиная от UX, вот этих всех практик, которые я перечисляла, как составляются карты, как составляется вот этот journey map, да, что это за journey map, да, journey user map, то есть путешествие пользователя, то есть какая-то карта, как этот пользователь путешествует. Просто научиться этим инструментам. Важно здесь именно UX-часть.
Потом, когда мы переходим на UI, опять здесь вместе с преподавателем инструменты там легкие, есть задания, ты их выполняешь, ты тренируешься, изучаешь гайды, смотришь ресурсы, где ты можешь брать какие-то элементы, и ты очень классный специалист. И в чем твоя сила здесь может быть, если ты пришел из банковской сферы или из психологии, ты знаешь, допустим, конкретно свою область, ты можешь работать в финтех, да, то есть финтех — это финансовое направление, допустим, каких-то проектов. И здесь, возможно, ты предложишь гораздо лучшее решение, потому что ты знаешь, где были боли. Ты в ней работал, в этой сфере, и тебе чего-то не хватало. То есть абсолютно нет гарантии ни там, и нет утверждения, что вот только так, а не иначе. Ты как раз практически ответила на мой вопрос. Мне было интересно, что можно посоветовать ребятам, людям и зрителям, как набить портфолио. Я бы, наверное, сразу начала, в принципе, с изучения, да, как бы сферы. Если мы прям совсем с нуля, я думаю, что если вы собираетесь, да, работать в IT-сфере, то у вас наверняка уже есть профиль в LinkedIn. Обязательно там дружим с дизайнерами, да, то есть добавляемся в друзья, не обязательно только с русскоговорящими, англоговорящие, то есть, в принципе, просто для себя создаем некий круг для того, чтобы в ленте смотреть классную информацию. В LinkedIn это прекрасный обучающий ресурс, на мой взгляд, на сегодняшний день, если есть, да, вот эта лента. Там встречаются различные карточки, различные туториалы, как можно быстро сделать там какую-то анимацию, либо какой-то там объемный элемент, ссылки на какие-нибудь там бесплатные, без лицензии иконки, которые мы можем использовать. То есть так для того, чтобы быстрее знать ресурсы, для того, чтобы быстрее наполнять вот, собственно, сами проекты, чтобы не сидеть и самому иконку какую-то не отрисовывать. В этом нет смысла, потому что мы говорили о том, что есть определенный стандарт. Где его взять, надо знать, да, то есть быстро его найти. Там же есть различные ссылки на предстоящие конференции. Великолепно, да, для того, чтобы расти, посещать онлайн, офлайн конференции, собственно, в самом направлении. Вот, то есть здесь мы уже начинаем как бы чувствовать саму специфику. После этого мы можем опять-таки зайти на Behance, посмотреть, что вообще ребята делали и как мы добавляем свое портфолио. Если, как ты говоришь, мы учились, у нас уже будет несколько проектов или хотя бы просто там 2 слайдов, для портфолио уже здорово. Есть какая-то там дипломная, допустим, работа, здорово. Если есть знакомые, да, кому требуется какой-то дизайн, не отказываемся, берем это. Иногда может показаться, что, боже, на Behance все такое красивое, да, а мы тут сделали какую-то там таблицу. На самом деле это не имеет значения, потому что, когда мы работаем с реальными заказчиками, с реальными кейсами, работа иногда может быть как раз-таки очень скучная, да, и нам вот эту таблицу нужно сделать просто, чтобы она как-то адекватно работала. Вот, и это большим плюсом будет, если мы проработаем какой-то скучный кейс, но просто его подадим, что и такое мы тоже умеем делать. Соответственно, можно поискать там те же сайты, допустим, фриланса, да, и несколько работ брать с фриланса. То есть, получается, это уже вроде как реальная задача для реального заказчика, который мы можем положить, собственно, в свое портфолио. 4-й вариант, если вот ничего до этого нам не подошло, мы просто, возможно, мы с какой-то сферы пришли, возможно, мы там, не знаю, занимались конным спортом, возможно, не знаю, там интересует нас, там, не знаю, мотоциклы, предположим, да, мы можем продумать какой-то продукт на основе своего хобби, на основе своих интересов, то, в чем мы, может быть, знаем какие-то детали, не знаю, выбор, там, допустим, покупка, магазин какой-то там амуниции непосредственно там для каких-то тренировок, или там подержанные мотоциклы, собственно, тоже посмотреть, какие могут быть карточки, где, может быть, посмотреть подробнее, как, допустим, там связаться, не знаю, с владельцем, то есть уже на основе какого-то своего интереса, владея минимум вот этих инструментов, мы можем создать свой какой-то кейс и положить его к себе в портфолио. И про инструменты. Прозвучала Figma. Мне кажется, это просто вот на сегодняшний день такой самый распространенный, самый известный для всех суперинструмент. В нем тоже можно найти уже кучу готовых всяких решений. Комьюнити есть там, да. Поэтому расскажи немножко об инструментах, и я думаю, что Figma стоит подсветить точно всем, кто прямо сейчас смотрит. Можно заходить, не устанавливать даже в браузере,
что-то начинать пробовать собственно. Да. То есть Figma хороша тем, что она добавила себе еще и функции для ресерчей, для проведения воркшопов Figma Jam, да, то есть FigJam мы можем туда заходить и, собственно, использовать как доску со стикерами. Ну, Figma, скажем, это больше все-таки инструмент, именно заточенный под UI. Если мы рассматриваем часть UX, повторюсь, здесь в зависимости от заказчика могут быть разные инструменты, но в основном это либо Miro, либо Mural. Да, то есть это два варианта, где мы можем работать с самими досками. Это ideation, это стикеры, это какие-то линки, как одни элементы переходят в другие. И это возможность одновременно работать в одном, допустим, поле, да, нескольким людям. Я простыми словами тоже попробую сказать, что такое доска. Представим, что у нас здесь есть обычная физическая доска, и у каждого есть маркер и... Стикер. И стикер, и маркер, и можно и писать, и клеить, и все, что угодно делать, только все это в онлайне. В общем, это место, где мы можем собраться в виртуальной такой среде. Комнате, да, в виртуальной комнате и вместе поработать. Давай перейдем к фичам, лайфхакам, каким-то ресурсам, чтобы быть на волне, чтобы развиваться, чтобы погрузиться, чтобы найти единомышленников, ну, либо что-то для того, чтобы окончательно осознать, что да, я хочу идти вот именно в эту сферу деятельности, твои какие-то любимые ресурсы, книги. Да, смотри, значит, я уже обозначила LinkedIn в плане коммуникаций, в плане подсматривать, да, там, за другими, за их работами, в плане поиска какой-то информации о мероприятиях, да, о том, что сейчас происходит на волне, в тренде, потому что в LinkedIn есть и авторы, которые пишут, которые приглашают на свои какие-то мероприятия. То есть там информацию можно черпать вот как бы сразу в кратких выжимках, да, именно такой up-to-date, то есть вот на сегодняшний день. Behance для вдохновения. Дальше, если мы хотим уже глубже почитать про какие-то направления по ресерчу и так далее, может быть, подготовиться к техническому собеседованию, если мы уже прям вот знаем, что нам надо. Можно рассмотреть таких два ресурса, как Medium.com и nngroup.com. NN Group — это Nielsen Norman Group, тоже на основе дизайнера, собственно, вот такое целое комьюнити. Там есть некоторые статьи, ресурсы на русском. В основном они, конечно, англоязычные, но пугаться этого не стоит, потому что, ну, в принципе, английский для сферы IT — это язык важный, но знание его необходимо, в принципе, для того, чтобы просто понимать свою собственную терминологию. И вот благодаря вот этим двум ресурсам, Media.com и nngroup.com, мы можем вот именно более детально, более точечно фокусироваться на каких-то инструментах, там, того же ресерча, либо о том, как проводить какие-то интервью. Там ребята, авторы делятся своими какими-то лайфхаками или, например, наоборот, какими-то провалами, да, и как они из этого выходили. То есть очень классные ресурсы, где вот можно черпать информацию таких вот прям дизайнеров, которые выросли до такого уровня, что теперь у них есть время, желание и опыт, которым они могут делиться дальше с ребятами. Дальше, наверное, если посмотреть про фильмы, да, могу порекомендовать два фильма. Один называется, это документальные фильмы, один называется «100 лет дизайна». Там разные дизайнеры, не UX, но тем не менее, да, разрабатывали какие-то свои продукты в своих направлениях. Просто даже для себя можно посмотреть, что у конкретного дизайнера им понравилось, да, подход, взгляд вообще на мир, да, вот как они вообще смотрят на вещи, что из этого могут они для себя взять, то есть это вот в общем, наверное, что такое дизайн, да, то, с чего мы начинали сегодня нашу встречу. Как минимум, чтобы вдохновиться, это... Да, и понять вообще, что индустриальный, продуктовый дизайн, он специфический, да, что он и творческий, и не творческий одновременно, потому что наша задача решить боль. Второй фильм, который я бы порекомендовала посмотреть, это «Овеществление». Русский перевод. Это фильм 2009 года. Он также в такой вот документальная, интересная съемка, документальное повествование, рассказывает о специфике дизайна, кто такой дизайнер,
как работает, да, что такое рынок, почему требуются дизайнеры, да, почему необходимо развивать наши продукты, куда идет дизайн. Можно посмотреть, почитать какие-то ресурсы еще по направлению искусственного интеллекта, потому что здесь идет уже на сегодняшний день определенная интеграция компьютерного зрения, генеративного дизайна, когда нас нет необходимости, допустим, знать цветовую палитру и иметь художественное образование, да, мы можем обратиться к ресурсам, которые работают уже на алгоритмах искусственного интеллекта, и нам сразу подбирают, допустим, цветовую гамму, которая будет гармоничная, да, и наша задача просто как оператора, да, сказать этому искусственному интеллекту, сколько цветов нам надо, 2, 3 и 1 контрастный, и он тебе выдает, да, какое-то решение. Если брать книги, то классика, наверное, это будет «Дизайн привычных вещей». Также еще можно почитать Алана Купера. Книга называется «Психбольница в руках пациентов». Название странное, но речь там идет именно об интерфейсах. Да? То есть мы сейчас, вот, если говорим про UX, UI, мы все-таки говорим об интерфейсах, что сегодня интерфейсы навешиваются много где. Интерфейс у нас выходит за рамки нашего монитора или телефона, он переходит на бытовые приборы, да, там, на те же холодильники. Когда проходили Олимпийские игры в Лондоне, сейчас не вспомню год, но это уже порядка 10 лет назад точно, интерфейсы были на мусорных баках, там проходящим, кто приезжал на Олимпийские игры, тут же можно было, проходя по улице, увидеть погоду, какие-то новости, да, то есть вот само мышление, вот как оно уходит. Также есть еще книга No Interface. Опять-таки, что значит no interface, как нам взаимодействовать, когда у нас, опять-таки, тот же интерфейс выходит за рамки телефона обычного, да, еще его называют Zero UI, то есть отсутствие UI, когда нет кнопок, да, потому что мы сейчас переходим такой, наверное, как новый этап развития вообще работы над интерфейсами, когда у нас появляются голосовые помощники, нам нет необходимости вводить какие-то данные, мы передаем их голосом, когда появляются, опять-таки, различные чат-боты, вот как их интегрировать, собственно, в сам продукт, когда у нас появляются элементы дополненной реальности, как они интегрируются сюда, да, то есть когда приходит магазин известного какого-то бренда и говорит, мне нужна дополненная реальность, потому что там, допустим, в условиях ограничений к нам не могут приходить посетители, им нужно примерить, да, то есть давайте вот интегрируем такую фичу. Поэтому вот эти вот книги могут, собственно, помочь, опять-таки, посмотреть шире, да, куда движется дизайн, каким мы, возможно, будем видеть интерфейсы будущего или уже настоящего. Ань, большое спасибо. Это серия видеовыпусков It's Me, в которых мы говорим о профессиях в IT-сфере простым языком. Сегодня мы говорили с Аней Лубневской, senior дизайнер, говорили о UX, UI дизайне. Если у вас остались какие-то вопросы, обязательно ныряйте в описание, пишите нам комментарии, ставьте пальцы вверх и жмите на колокола. Всем спасибо. Hi, it's me. Спасибо.